Всем привет! Сегодня хочу познакомить вас с новой пряжей от компании Пряжа Центр. Она называется Нуга. Это такой плетеный толстый шнурочек, который содержит в себе 62% шерсти мериноса, 19% кашмелона и 19% полиакрила. В одном моточке 50 метров и 250 грамм. Рекомендованный размер спиц 10-15. Очень необычная, интересная пряжа. Вот так вот выглядит она сама. Достаточно хорошо тянется. В спокойном состоянии шнурочек где-то 8-9 миллиметров. Сейчас у магазина палитра из 6 цветов этой пряжи. Вот этот вот цвет называется латте. Очень приятный натуральный цвет. Этот серо-голубой называется топаз. Классика пыльная роза. Очень многими любимый цвет. И в трикотажной пряже тоже он достаточно популярный. Это у нас лиловый, черный. И еще есть один цвет, у меня сейчас его нет в наличии, он называется ваниль. И он тоже вот такого вот приятного натурального цвета, но светлее, чем латте. Я уже связала из этой пряжи несколько образцов. И сейчас вам все расскажу и покажу. Вот этот вот образец я вязала спицами 15 миллиметров. Вязала обычной лицевой гладью. И он получился достаточно рыхлый, очень приятный на ощупь. Я бы, наверное, таким образом связала бы плед. Теплый, такой уютный. Если эту пряжу постирать с каким-нибудь средством для шерсти, я думаю, она еще больше раскроется, станет тактильно приятнее и теплее, соответственно. Второй образец я связала также на спицах. Здесь уже спица 10 миллиметров, и он получился достаточно плотным. Если вязать, предположим, какие-то зимние вещи, верхние шапки, снуды, то я бы рекомендовала как раз взять спицы 10 миллиметров или даже меньше, для того, чтобы вот эти вот расстояния между петлями было меньше, для того, чтобы все-таки в холодное время года ветер не продувал насквозь вот эту вот нашу шапочку или снуд. И лучше всего, наверное, все-таки вязать шапку, чтобы она была с отворотом, чтобы вот этот вот слой был двойной. Здесь тоже у меня обычная лицевая гладь. Еще два образца я связала крючком. Здесь у меня обычные столбики без накида, поворотными рядами, крючок 10 миллиметров. Наверное, меньше уже крючок я бы брать не стала, потому что достаточно плотный получился образец. И сама ниточка уже здесь, она как бы очень сильно истончается, скажем так. Поэтому, что я вижу вот таким вот образом? Я бы, наверное, связала, предположим, чехлы на автомобильное сиденье, так как пряжа у нас теплая. Я когда вязала эти образцы, пряжа лежала у меня на коленях, было очень даже так достаточно тепло, потому что шерсть мериноса, она сама по себе очень теплая. И, кстати, еще одно из преимуществ мериносовой шерсти – это то, что она вообще не колется. Такие вещи из этой шерсти отлично подходят для вязания деткам. И вот я сама, например, шерстяные вещи обычные носить вообще не могу. У меня начинает просто сильное раздражение на коже. А именно вот эта вот мериносовая шерсть, она очень классная, мне очень нравится. У меня все шапки, кстати, те, которые я вязала только из шерсти мериноса. Идем дальше. Еще один образец, также он связан крючком. Здесь я вязала тоже крючком 10 миллиметров. Это английская резинка. Получилась она немного рыхлее.
Но я думаю, вот отлично тоже подойдет для вязания какой-то шапки. Сейчас объемные вещи не сдают своих позиций. До сих пор они в тренде, до сих пор они интересно смотрятся. И за счет того, что вот этот вот шнурочек еще сам по себе имеет вот такую вот структуру, достаточно ярко выраженную, мне кажется, изделия из этой пряжи тоже будут смотреться очень необычно и интересно. Мне эта пряжа понравилась, сразу скажу. Интересно попробовать из нее что-то связать. Первым делом я свяжу из нее шапку. Обязательно поделюсь с вами, покажу, что у меня получилось. Дальше, наверное, будет на очереди снуд. Ничего, скажем так, сверхъестественного, но мне самой очень интересно посмотреть, как это все будет выглядеть, как это будет носиться. Тем более, что палитра этой ниточки у пряжи Центр будет пополняться. Сейчас напомню, там всего 6 цветов, но даже эти 6 цветов очень такие приятные, вкусные, и очень-очень хочется их все попробовать. Буду ждать ваши отзывы, комментарии. Мне тоже интересно, что у вас получится, поэтому обязательно пишите. Всем пока-пока!